Арестован венесуэльский диктатор Николас Мадуро. Седьмой день протестов в Иране. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 3 января, 14:30. Сегодня утром примерно в 2 часа по Каракасу США нанесли воздушные удары по Венесуэле. Спустя пару часов президент США Дональд Трамп в соцсети Truth сообщил, что Николас Мадуро и его жена захвачены и вывезены из страны, и пообещал подробности на сегодняшней пресс-конференции. Еще чуть позже сенатор от штата Юта Майк Ли сообщил в соцсети X, что говорил по телефону с госсекретарем Марко Рубио, и тот сообщил, что обстрелы прикрывали исполнение ордера на арест Николаса Мадуро. И позже добавил, что Рубио не ожидает дальнейших действий в Венесуэле. CBS News регулярно обновляет информацию о происходящем. Они уточнили у американских чиновников, что арест Мадуро выполняло специальное подразделение армии США «Дельта Форс». Наши друзья из Венесуэлы сказали, что считают, что атаки были хирургически точными и нацелены на военные объекты, связанные с чавизмом и картелем «Солнце». Картель «Солнце» — это зонтичный термин, используемый для описания предполагаемых преступных сетей в вооруженных силах Венесуэлы, в которые входят высокопоставленные офицеры и политические деятели, участвующие в международной торговле наркотиками. 28 декабря на главном рынке Тегерана и всего Ирана под названием «Базар» начались протесты, которые быстро распространились на другие районы. Триггером протестов стала ускоряющаяся инфляция и недовольство управлением страной. С 28 декабря по 1 января Организация по правам человека ХАНА зарегистрировала по меньшей мере 148 случаев задержаний, по меньшей мере 7 смертей и как минимум 33 случая ранений. Власти применяли водометы и слезоточивый газ, а в некоторых случаях боевые патроны. 2 января президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран будет убивать мирных протестующих, то США придут им на помощь. Наследный принц Ирана Реза Пахлави поблагодарил президента США за поддержку своих соотечественников и напомнил, что у него есть план транзита для Ирана и поддержка его народа. 3 января лидер режима в Иране Али Хаминеи впервые прокомментировал протесты и сказал, что они разговаривают с протестующими, но бунтовщиков нужно поставить на место. И обвинил врага в обвале иранского реала. Как сообщают наши друзья из Ирана, протесты связаны не только с падением курса национальной валюты. Людям не хватает чистого воздуха, электричества, воды, водохранилища почти высохли. Также у людей нет гражданских свобод. Россия не их собственность. Если вы хотите, чтобы изменения в России произошли, делайте свой вклад.